Всем привет! Поставьте плюсик, какой-то хоть символ в чате, если меня нормально слышно, нормально видно. И будем с вами начинать. Поставьте что-то. Плюсик есть, все, поехали. Значит, вопросы в чате смотрю. Второй приоритет, первый приоритет вопросы из формы для учеников. Поехали. Перший вопрос. Якщо з 1.08 припиняється підтримка схожих аудиторій, то як краще відстежувати результати? З GA4? Дивіться, схожі аудиторії, їх підтримка припиняється, але Google офіційно каже, що заміна схожих аудиторій це оптимізований таргетинг. Тобто ви додаєте в сигнал свою звичайну аудиторію ремаркетингу, вмикаєте оптимізований таргетинг, і по суті, як Google каже, це буде 100% та ж сама схожа аудиторія. Тобто в плані таргетингу нічого не зміниться. Ну просто іншу галочку треба буде натиснути. Що стосується відстежування результатів, а яка мета цього? Ну тобто я зараз намагаюся зрозуміти. Знати, яка аудиторія конвертнулася, ну, в Performance Max, наприклад, ви це і не будете знати. Ну, тобто, дивіться, а, якщо це питання відстежувати заради відстежування, знаєте, як є? Куди ти їдеш, куди ти крутиш педалі? Там туди, а навіщо? Ну, щоб крутити педалі. Тобто, якщо це відстежування просто заради процесу відстежування, то я б сказав, що немає сенсу його відстежувати. Якщо дійсно є якісь важливі причини відстежувати, то можна через Google Analytics 4 спробувати. Але я не впевнений, що це прямо так удасться. Тобто, бачите, Google від нас забирає налаштування деякі, і це одне з тобто це одна з категорій даних, які у Google у нас забере. Я для себе не бачу в цьому проблеми взагалі ніякої. Так, поделитесь, пожалуйста, своей методикой использования ярлыков в работе с рекламой. Например, я помечаю ярлыками с датой ключевые слова и объявления, когда я добавляю. Я помечаю объявления с разными смыслами. Я помечаю ключевые слова, которые могут пригодиться со статусом мало запросов. Значит, моя методика работы с ярлыками в рекламе, я не использую ярлыки при работе с рекламой. То есть, опять же, путь, какой я проходил. Изначально я их не использовал, там, еще 10 лет назад, потому что я не знал о ярлыках. Потом я узнал о них, я начал их активно использовать, помечать ярлыками, там, например, когда я внес справки в объявление, помечать ярлыками, когда в каких объявлениях какие смыслы. Потом я, где-то это 2 года было, потом я понял, что таким образом я себе засоряю, ну, то есть я добавляю избыточную информацию и так в гигантское количество информации, которое предоставляет Google. И в какой-то момент я перестал пользоваться ярлыками и и не пользуюсь ими. Ярлыками именно. Кто не знает, что такое ярлык — это возможность повесить на любое объявление любую дополнительную информацию, например, там новое, и он будет висеть. Ну, как ярлык, как бумажку повесить на объявление, на ключевое слово, на компанию, на аккаунт. Нет, единственное, как я пользуюсь ярлыками, это в менеджерском аккаунте в MCC я помечаю аккаунты, которые мои проекты, где совсем мои, где я владелец, я помечаю my own. Там, где я партнер — partnerships. Там, где я наемный эксперт, который там консультирует consultants. То есть я внутри менеджерского аккаунта размечаю проекты, где какие. Вот разве что вот это. А так я ее не... Ну, то есть для меня, я понял в один момент, что это избыточная информация. То есть ее и так настолько много, что больше я не нужно мне столько информации, чтобы анализировать. Вот, поэтому я не пользуюсь, поэтому не поделюсь, не пользуюсь ярлыками. Так, дальше. Добрый день. Вопрос. Это у нас Сергей. Может показатель качества быть 10 из 10 сразу после создания рекламной кампании? И влияет на него тот факт, что наш сайт находится на проме. Наш реклам...
А, Наш рекламщик говорит, что добиться на проме показателя 10 из 10 нереально. Спустя 2 недели наш показатель 7 из 10. Потрачено 2000 гривен, заказов ноль. Также интересует вопрос, а может ли реклама магазина, поисковая реклама быть эффективнее торговой? Так, давайте по очереди. Первый вопрос. Может ли показатель качества быть 10 из 10 сразу после создания? Нет, сразу после создания он по умолчанию 6, и дальше он начинает меняться. Или в меньшую, или большую сторону. Ну, через 2 недели может быть. Влияет на него тот фактор, что сайт находится на проме? Однозначно влияет. Однозначно. Google не любит пром. Я лично не люблю пром, потому что там очень все ограничено. И, ну, то есть, первый совет, который я всегда делаю на консультацию, если на консультацию ко мне приходит человек и говорит, у меня сайт на проме, первый совет, который я всегда даю, я говорю, запланируйте в ваш план масштабирования вашего бизнеса переход с промо на что угодно другое. То есть, на мой взгляд, э, который подтвержден уже опытом, Prom.ua – это тупиковая ветвь развития интернет-магазина. То есть на Prom.ua масштабироваться, именно масштабироваться до нормальных масштабов, до крупных масштабов рекламы, я не могу сказать невозможно. Невозможного ничего не существует, но очень сложно. То есть, то есть я говорю обычно так, если ваша цель создать магазин, который будет просто вот вам на хлеб с маслом, зарабатывать. Вот нет у вас больших амбиций стать номером один в нише, просто на хлеб с маслом зарабатывать, то промо нормально. Если у вас цель, амбиции стать в этой нише номером один, стать крупные обороты, компанию создать, все это, то не промо это не тот путь. Я не люблю промо, и Google не любит. Наш рекламщик говорит, что добиться на проме показателя 10 из 10 нереально. Смотрите, я не соглашусь с вашим рекламщиком, что это нереально, нереального нет ничего. Но я поддержу вашего рекламщика, что это дико сложно и зачастую овчинка выделки не стоит. То есть тут я соглашусь с вашим рекламщиком в том, что это экстраординарно получить. Ну, не любит Google Chrome. И сколько я видел, сколько я аудировал сайтов на проме, высокий показатель качества – это скорее исключение из правил. Спустя 2 недели наш показатель качества 7 из 10. Супер. На мой взгляд, это уже успех. Потрачено 2000 гривен, заказов ноль. Я не знаю ваш масштаб, но как бы 2000 гривен за 2 недели, как-то, то есть вопрос, какие вы ключевые слова используете. Но это маленькая сумма, даже для Украины, даже для начинающего интернет-магазина. Вот. Потому что я думаю, ваш рекламщик зарплату имеет 1010, ну, как минимум, да? А у вас 2000 за 2 недели, на 4000 в месяц бюджет, ну, то есть, на мой взгляд, тут с бюджетированием, ну, я не знаю, что за бизнес, но вот как-то не очень. Также интересует вопрос, может ли для интернет-магазина поисковая реклама быть эффективнее торговой? Может, конечно, может. Смотрите, отвечу так. Для товаров массового потребления, которые люди просто гуглят и покупают, эффективнее торговая обычно. Обычно. Для товаров более уникальных, то есть которые не... Ну, смотрите, что я имею в виду массового потребления. Когда человек гуглит, там ноутбук Asus X25 Z80 512 гигабайт. Ну, то есть прям вот, наверное, не массовое потребление важно, типовые товары, ну, вот, то обычно торговая реклама. Если это товары, в которые вот, например, ножи, изготавливаемые под заказчика с индивидуальной гравировкой. Вот точно знаю в такой нише на англоязычном рынке поисковая реклама не нужна. То есть что-то уникальное, сделанное руками, но по-прежнему товары. Там будет больше обычно в поисковой. Так, окей, идем дальше. Добрый день, Игорь. Как влияют плохие backlinks на поисковую рекламу? Кто-то купил 50 ссылок на мой сайт, и это плохие ссылки, которые понижают статус сайта. Как с этим бороться? Смотрите, плохие backlinks,
Это все раздел SEO-оптимизации, и, наверное, оно, я думаю, оно как-то влияет на позицию сайта. Поисковой рекламе абсолютно все равно, какие у вас backlinks. То есть на поисковую рекламу это никаким образом никак не влияет. И я сомневаюсь, что это особо влияет на SEO-оптимизацию. Но стоит проконсультироваться с SEO-специалистом, с SEO-экспертом. Вот у меня на YouTube-канале был интервью с Игорем Шулешко. Купите его консультацию, задайте этот вопрос. Я думаю, он расскажет и как бороться, и как влияет. Так, это от Ивана был вопрос. Еще вопрос от Ивана. Добрый день, Игорь. Статистика по кликам как-то странно выглядит. Смотрю, в конце вечера есть 20 кликов. Потом через час показывает 15. Почему так прыгает? Это нормально? Обычно, ну, уменьшаться не должно. Наверное, это ненормально. Но я всегда избегаю смотреть данные сегодня на сегодня. Ну, потому что я понимаю, что в любой системе есть задержка. В любой системе. И смотреть сегодня на сегодня, то есть почему я избегаю? Смотрите, задержка на траты бюджета может быть меньше, задержка на конверсии может быть больше. И если я буду смотреть сегодня за сегодня, например, оно мне покажет, что истрачено уже там $1000, а у меня ноль конверсии. Я такой, боже, начну там что-то исправлять. Но конверсии потом долетят через 4 часа, например, и окажется, что у меня все было окей. А я зря сам начал переживать и в рекламу руками полез. Поэтому я всегда избегаю смотреть данные сегодня на сегодня, только за вчера. Прошли сутки, посмотрел за вчера. То есть если прошли сутки, вы посмотрели данные за вчера, а потом еще раз посмотрели данные за тот же день, и они поменялись, ну, это странно. Но могут долетать. Еще 24 часа могут долетать данные. То есть, ну, это возможно. Но сегодня за сегодня явно не стоит. Так, Евгений вопрос. Какие параметры оптимизации рекламы Google Ads вы бы выбрали для себя в качестве основных, второстепенных? У меня прям урок же есть в курсе. Параметры оптимизации. Урок 5.1 или 5.0. Урок называется «Параметры оптимизации». Там я рассказываю три основных, точнее, основные параметры рассказываю э, основные критерии оптимизации 3, второстепенные 3. Но уже давайте дочитаю. При условии, что у вас есть доступ к фактическим записям из CRM, сумма транзакций, отслеживание звонков. Цель– привлечь новых клиентов в барбершоп. Именно новых, а не тех, кто уже стрижется. Стоимость привлечения клиента. Ну, тут если новых, то нет смысла отслеживать LTV прибыль на дистанции. Тут отслеживать конкретных, конкретных клиентов. Ну, смотрите, если вы в ответственности плюс за отдел продаж, то фактически тех, кто пришел в барбершоп. Если вы в ответственности только за генерацию, то фактически их записей в барбершоп. Так, дальше, Евгений. Как бы вы работали с ключевыми словами в широком типе соответствия в плане метода и стратегии? Например, я понимаю, тоже есть урок масштабирования рекламы 5.3, по-моему, или 5.2. Есть же урок, и там четко, как с ключевыми словами в широком типе соответствия работать. Например, я понимаю это так, что ключевые слова в широком типе могут охватить запросы, которые люди задают единожды, но через голосовой поиск. Под них я бы создал отдельную компанию, добавил бы ограничения, как минимум именно словами и, возможно, аудиторным таргетингом. Ну да, так бы и поступил, как раз в уроке об этом рассказывал. Да, все так бы и сделал. Ага, еще. Евгений. Верным ли будет проводить АБ-тестирование двух версий посадочных страниц, используя две одинаковые компании через эксперимент в Google Ads? Бюджет будет распределен поровну 50 на 50. Не думаю. Не думаю, что верно будет проводить АБ-тест, доверяя эксперименту в Google Ads жонглирование вашими данными. Не думаю. То есть, смотрите, эксперимент над Google Ads проводить в Google Ads нормально. Эксперимент над сайтом проводить в Google Ads, я считаю, не очень хорошая идея. Ну, то есть методически. Методически. То есть оно может, ну, это знаете, как вопрос, а, а может проктолог посмотреть зрение? Ну, типа, ну, наверное, теоретически все врачи проходили общую практику, и, наверное, проктолог может там ухо и глаз посмотреть, но как бы, ну, в целом лучше обратиться к офтальмологу или лору.
также и тут. Можно проводить эксперименты над сайтом Google Ads? Ну, можно, теоретически, но я бы все-таки Google Optimize установил и специальный сервис. То есть лень разбираться, это, я считаю, когда речь заходит о деньгах, особенно если от этого зависят ваши деньги, лень разбираться, это, знаете, спроси у человека, вон там деньги лежат, но нужно пойти и выбрать, где денег больше, в правой копилке или в левой. А он такой, да ну, мне лень даже вставать. Ну, не очень звучит. Так, дальше. Следующий вопрос. Начала свое знакомство с курса 2.7, приобрел сразу все модули в ходе обучения 4.0, привела его. Но мое обучение проходит немного сложнее, чем я представлял. Курс 2.7 я не закончил, у меня сформировалась проблема, которую не могу преодолеть. Конверсии, способ отслеживания конверсии, действия конверсии, как и какие конверсии необходимы, какие есть варианты. Просмотрела много видео в интернете, не только которые рекомендовал куратор. Вроде бы все понятно, все просто, все. Вот следующий. Каким образом можно найти, где, на каком этапе могли быть ошибочные настройки? Как поступить, если нет опыта и сомнения? Смотрите, если нет опыта в сайте, если нет возможности найти ошибки в сайте, это Юлия пишет, обратитесь к человеку, который в этом разбирается, к программисту, к разработчику. На бирже фриланса абсолютно там Freelance Hunt, например, я люблю эту биржу фриланса, за абсолютно вменяемые цифры, за абсолютно вменяемые суммы вам помогут найти проблему в коде, в конверсиях, в настройках. То есть, когда приходит ко мне предприниматель и говорит, у меня бизнес стоит из-за того, что я не могу найти проблему в настройках конверсии, это звучит точно так же, как если ко мне придет таксист, работа которого зарабатывать на своей машине. Он ко мне придет и скажет, Игорь, я уже неделю стою без дела, потому что я не могу понять, почему моя машина жрет масло, и оно вытекает. Я уже эту машину и в головой туда залазил, и туда, и туда, и туда, и туда, и я не могу найти проблему. Пошли вместе, подойдем к моей машине и попытаемся пальцами залезть в двигатель и найти проблему. Я ему скажу, а почему ты не пошел на СТО к людям, которые занимаются решением технических проблем, да? А таксист мне скажет, ну, потому что я хочу сам в своей машине все знать. Я скажу, ну, хорошо, тогда, наверное, тебе стоит начать с автодорожного университета, обучиться, как работают двигатели внутреннего сгорания, механика, цикл Карно, что такое. И, возможно, через несколько лет ты самостоятельно сможешь в своем автомобиле найти причину. Но для чего тебе это, если в твоей профессии шофера это тебя не разовьет? Вот тут точно такой же вопрос. Если предпринимателя тормозит от развития его бизнеса то, что он не может разобраться в сфере программирования настроек конверсии на сайте, то не надо этому обучаться предпринимателю. У предпринимателя есть стратегические задачи. И копаться в настройках кода сайта в попытке найти конверсию – это не стратегическая задача. Это задача, решаемая вот так вот за полдня опытным специалистом, который там уже 1000 сайтов облазил. Так же, как мы машину привозим на СТО и говорим, блин, что-то стучит сзади, не могу понять. И я помню, у меня такой был случай, и приходит сначала молодой сотрудник, а потом приходит такой дедушка-механик, походил, говорит, сейчас. Поднял, там что-то сделал, говорит, все, будет работать. Говорю, что такое? Да, там какой-то там шрус, где-то что-то там я его вставил, все будет работать. То есть у человека опыт настолько большой, что он за доли секунды определил проблему, ее пофиксил мне, и все. А я бы самостоятельно, наверное, лет 10 разбирался, поднимал. Ну, то есть поняли, в чем идея? Не нужно пытаться самостоятельно найти проблемы в своем коде, в своем сайте. Есть цель, сайт, эффективная реклама. На своем сайте я хочу отслеживать конверсии. Какие конверсии? Ну, это вопрос к владельцу бизнеса. Ну, или заявки, или покупки. Дальше находится человек. В чате, я уверен, в нашем чате, где 650 человек, клуба Игоря Явицкого, есть полно людей, просто написать запрос, что, ребята, помогите, вот такой-то сайт, настроить, все, найти ошибку. Там есть просто люди, которые собаку съели на поиске ошибок в программном коде. И для них это займет там пару часов.
А для предпринимателя, до которого техническая сторона и программирование далеко, это может занять полгода. И это выброшенный на ветер полгода, потому что, ну, вы ж не собираетесь зарабатывать поиском ошибок в чужих веб-сайтах, вы свой бизнес развиваете. Поэтому я бы сказал, тут проблема не технического, а мировоззренческого плана. Так, если все-таки не согласны со мной, напишите потом, почему вы считаете, вам нужно самой разобраться в настройках кода сайта и найти ошибку там. Так, чи можна скриптом вимкнути оголошення з контекстної реклами в залежності від наявності рекламуючого товару? Наприклад, товар став out of stock, вимкнути оголошення, in stock увімкнути. Так. Ну, по-перше, якщо мова йде про торгову рекламу, то там і так воно працює. У фіді у вас фід динамічно змінюється, у фіді out of stock оголошення припиняється. Що стосується пошукової реклами, можна, та 100% можна. Ну, програміста треба найняти. Тобто я знаю точно, є скрипт, який, якщо сайт видає помилку 404, зупиняє будь-яку помилку, зупиняє оголошення. Тобто це означає для мене, що є змога зі скриптів дивитись на сайти на посадкові. Тобто треба найняти програміста, який напише скрипт, який буде дивитись через Google Ads на ваш сайт, в якомусь ідентифікаторі знаходити текст out of stock або in stock і реагувати. Можна? Я впевнений, що можна. Так, це Владислав було питання. Владислав. Петро. Чи впливає закінчення бюджету на оптимізацію реклами? Дивіться, закінчення грошей чи вичерпання бюджету? Якщо мова йде про у вас бюджет, наприклад, $50, і компанія витратила ці $50, то особливо не впливає. Ну, тобто, Google вам скаже, що я рекомендую збільшити бюджет, і буде краще, якщо ви його збільшите, але а от якщо мається на увазі закінчення бюджету, це гроші на рахунку закінчились, це прям дуже погано, дико погано. Взагалі не треба такого робити. Ну, це дуже погано, коли Google зупиняє рекламу через те, що гроші на рахунку закінчились. Якщо просто бюджет, ну, встановлений $100, і воно його до обіду вичерпало, особливо не впливає. Ну, але ну, тобто, я собі таке питання тоді задаю. Значить, Google, наприклад, вичерпав до обіду весь мій добовий бюджет. От $100 у мене на цю компанію, а він до обіду вже вичерпав. Я собі задаю питання: чи можу я збільшити бюджет? Тобто, зазвичай, якщо мене влаштовують результати, я можу збільшити бюджет. Я його збільшую. Якщо мене не влаштовують результати, я задаю собі інше питання. Тобто, ця компанія працює дорожче, ніж мене влаштовує, і за півдня вичерпується бюджет, тобто спрос є, запит. Значить, я можу зменшити ставки або зменшити цільову ціну за конверсію, таким чином, в момент часу залучати менше людей, але тоді бюджет буде вичерпуватися за добу. Моя логіка приблизно така. Які бенчмарки по ринку на реєстрацію на вебінар з YouTube реклами на курси іноземних мов? Якщо це Україна і Україна, Казахстан, я б сказав $1-2. Якщо англомовні країни, $10-20, десь так, приблизно. Ну, знову ж таки, ви ж розумієте, є курси іноземних мов для інтерпренер, для підприємців, а є курси іноземних мов масові, як там Speak Up, де офер, ми тобі 5 перших цих занять взагалі даримо, подарунок. І будуть різні там зовсім результати. Так. Далі. Олександр. Правда ли, что Google Ads начинает сотрудничество с ТикТоком? Как это будет происходить? Правда. Как происходить, не знаю. Ну, то есть это общаются на верхах, меня не приглашали, не знаю как. Когда меня будут приглашать, начинать сотрудничество Гугла с кем-то, я с вами поделюсь, пока не приглашают. Зачем устанавливать цену за клик в группе объявлений, если она указывается в самих ключевых словах? На что ориентируется при ее определении? Значит, цена за клик в группе объявлений предназначена для того, если вы
создаете, то есть это цена по умолчанию для новых ключевых слов. То есть если у вас на уровне группы объявлений там 10 гривен за клик, а на уровне компании 1 гривна за клик, то будет 1 гривна. Но если вы создадите новое ключевое слово, добавите, оно по умолчанию будет иметь ставку 10 гривен. То есть это ставка по умолчанию. Играют роль ставки на ключевых словах, и только на них смотреть. На что ориентироваться? Есть планировщик ключевых слов, есть урок во втором модуле, там, где мы говорим про таблицу декомпозиции, там есть как пользоваться планировщиком ключевых слов, как находить стоимость за клик. Там минут 20 я об этом, наверное, рассказываю. Расскажите больше о правильности написания динамической подстановки ключевых слов заголовков. В каких случаях они используются эффективно и как правильно сделать, если маркетинг настраиваешь на лендинг по правилу 5 единиц терапия для женщин? Я не знаю, честно, что такое правило 5 единиц терапия для женщин. А, я не знаю, что это. Но динамическая подстановка ключевых слов, для всех рассказываю, это возможность, вы фигурную скобку ставите в объявлении, Google, в зависимости от того, по какому ключевому слову зашел человек, подставляет нужно, ну, то есть, например, у вас одно объявление и 5 ключевых слов, например, ипотечное кредитование, кредит на квартиру, кредит под залог квартиры, кредит на недвижимость, кредит под залог недвижимости, 5 ключей. Вы пишете одно объявление и в него вставляете динамическую ставку. И если человек будет искать по запросу, который триггерит слово ипотечное кредитование, человек увидит в объявлении ипотечное кредитование. Человек гуглил по запросу, который триггерит кредит под залог квартиры, будет в заголовке кредит под залог квартиры. То есть Google подставляет то ключевое слово, по которому искал человек. Используется для того, если разные ключевые слова в одной группе используются для того, чтобы поднять релевантность объявления в глазах человека, плюс релевантность объявления в глазах Гугла. То есть это поднимает на определенный процент релевантность объявления, а оно тянет поднятие показателя качества. Вот такая логика. Вот. Как использовать? Там, где в объявлении, оно не только в заголовках, оно в описании может быть. Там, где в объявлении будет логично и лаконично, потому что мы в первую очередь всегда смотрим на то, как человек глазами видит это объявление. Если оно там не лезет, ключевое слово, то его и не надо вставлять. То есть, если оно логично и лаконично выглядит, просто думаем, где можно добавить вариабельности. И в голове себе подставляем, ага, а если это ключевое слово встанет, а если это, а если это, а если это. То есть в голове перебираем все свои варианты. Так, Дмитрий. В курсе «Магия 4.0», урок 4.1. Аудитория для таргетинга. Вы рекомендуете выбирать из предлагаемого списка. Если я добавляю свое ключевое слово и по нему показывается значительный объем impressions, можно использовать такой сегмент? Класс, можно. Если все, весь секрет я постоянно вам, в курсе об этом говорю. Не верьте никому, даже мне. Весь секрет в том, чтобы оттестить все, что можно. Вот когда вы оттестите, то есть опять же, вы ж смотрите, я смотрю на рекламу не сквозь призму абсолютной истины. Вы знаете, как гуру сидит и говорит: "Я познал этот мир, я познал эту сферу, и я истина в последней инстанции". Да, например, я бы так вам сказал, если бы мы с вами были на курсах математики, я бы вам сказал: ребята, то, что длина окружности равняется πr квадрат, это истина в последней инстанции. И вы можете как хотите мерить окружность, она будет πr квадрат. Это закон математических взаимоотношений единиц. Но в данном случае в прикладной области мой опыт, через который я прошел, говорит мне, что в большинстве случаев лучше работает из предлагаемого списка. Если у вас есть ощущение, а ощущениям своим всегда надо верить, что сработает ваше свое ключевое слово, добавляйте его и тестируйте. Однозначно, 100%. Настроил рекламу YouTube. Цель конверсии. YouTube дает клики по очень высокой цене для ниши фитнеса. Около $5 за клик. Конверсии нет. Какие способы уменьшить среднюю стоимость клика? Смотрите, в компаниях, направленных на конверсию, в том числе и YouTube с целью конверсии, точнее, цель увеличения числа конверсий должна быть. э, Цена за клик не является параметром. Мне вообще все равно на цену за клик, вот честно. У меня, например, по Украине цена за клик там, наверное, в районе 50 центов, и регистрация на веб сейчас около $3. По США
цена за клик в 4-5 раз выше, то есть где-то там 2-3 доллара цена за клик, но цена регистрации не намного выше, ну, я бы сказал 5 долларов, потому что выше намного коэффициент конверсии. Потому что в США люди резче реагируют на рекламу, когда, ну, я с ними на знакомом языке, не на английском разговариваю. Поэтому я бы вообще не смотрел за цену за клик. Вот на конверсии нет, я бы смотрел. То есть у вас проблема не высокая цена за клик, у вас проблема нет конверсии. Конверсии может не быть по 3 причинам. Причина первая — неправильная аудитория. Причина вторая — рекламный креатив, YouTube ролик не побуждает совершить конверсию. Он может побуждать совершить клик, но не побуждать. То есть, когда в ролике я говорю, например, переходите на сайт и читайте подробнее, это не побуждает совершить конверсию. Совершить конверсию побуждает: переходите, регистрируйтесь на мастер-класс и увидимся, будем с вами делать вашу рекламу эффективнее. Это побуждает. Третья причина — неконверсионный лендинг. Теперь начинаем копать. Если на лендинг идет другая реклама, например, из Фейсбука, Инсты, и она конвертируется по нормальной цене, то, скорее всего, вина не в лендинге. Если на лендинг не идет другая реклама, и, ну, то есть, смотрите, если у вас, давайте так, вот есть 3 причины. Если у вас нет данных, которые подтверждают, что лендинг не конверсионный, обычно проблема в лендинге. Если у вас есть данные, которые говорят, что другая реклама, другой трафик идет и лендинг конверсионный, проблема не в лендинге. В таком случае, скорее всего, в креативе. Опять же, если этот же креатив, это видео использовалось в других каналах рекламы и там работало, то есть есть данные, подтверждающие, что проблема не в креативе, скорее всего, проблема в аудитории неправильно выбранной. Вот примерно по такой. Не смотрите за цену за клик, смотрите на цену за конверсию. Плюс, если реклама только запускается, то раньше, ну, то есть, вот смотрите, я запускаю рекламу, вот только-только запустил. Я для себя в голове представляю какую-то цену за конверсию. Причем не такую, которую я себе нафантазировал, а опираясь на какие-то данные, на конкурентов или на мой прошлый опыт. Я вот себе рисую, например, на США, там, ну, где-то, наверное, 6-10 баксов будет конверсия. До тех пор, пока я не израсходую 20-кратную сумму конверсии за день, то есть 200, если я по 10 долларов представляю нормально, а 200 долларов пока не израсходую, я не могу судить ни о чем, потому что новой компании ей нужно сначала набрать данные. Ну, то есть, поняли, Google должен показывать вам разным, чтобы понять, ага, вот эти вот лучше реагируют. Всегда такие проблемы с запусками новых компаний. Всегда такие проблемы, потому что Google не знает, кого вам надо, что вам надо, как вам надо, кому вам надо. Поэтому, да, тут придется какое-то время вот в такой неопределенности поработать. Так, Артур, как раскручивать страницы на английском языке в украинском интернете? Вопрос у меня первый. Что такое украинский интернет? Я знаю северокорейский интернет, у них свой интернет. Знаю в Иране свой интернет. В Китае свой интернет пытаются сделать. Что такое украинский интернет, я не знаю. Наверное, имеется в виду в украиноязычном сегменте, то есть раскручивать. Ну, опять же, у меня вопрос. Имеется в виду украинский интернет, имеется в виду среди украинцев или среди сайтов на украинском языке? Если среди украинцев, как раскручивать страницы на английском языке? Зачем среди украинцев раскручивать страницы на английском языке? Если сайты на украинском языке, у меня снова вопрос, зачем раскручивать на английском языке страницы на сайтах на украинском языке? Или уточните в чате, если вы онлайн, и я прочитаю, расскажу. Или на следующий раз, если будете в записи смотреть, уточните свой вопрос на следующем вебинаре «Вопрос-ответ». Потому что у меня вопрос, а зачем раскручивать? Во-первых, вопрос первый, что такое украинский интернет? И вопрос второй, зачем раскручивать страницы на английском языке в украинском интернете? Потому что если мне надо раскручивать страницы на английском языке, то это на англоязычную аудиторию. Зачем мне украинский интернет? Я иду, интернет он один, я иду в большой интернет. Если это и страница для украинцев, зачем им англоязычная страница? Ну, поняли? То есть я не понял. Пример лучше приведите. Вот у меня такая-то задача стоит. Задача лучше. Так, Юрій, як підвищити якість ключового слова запиту до 80? Якість цільової сторінки. Якщо на сторінці вже прописано ключовий код точного співпадіння H1, H2, тайтл,
Скріни сторінки та коду приложив, сам сайт. Так, я пробачаюся, але ні, зможу, ну, зараз. Uno momento. Так, ой. Так, перше, що я бачу, у вас сайт. Ні, пробачаюсь, не бачу. Щас. Копі, паст. Е, Якість цільової сторінці нижче середнього. Добрива оптом, добрива оптом. По-перше, я у вас тега description не бачу. Я у вас бачу Twitter title, це не до чого. І Open Graph title, це теж не до чого. А от description, є description. У тегу description немає ключового слова, це вам перше. По-друге, у вас сайт, він виглядає як на якомусь конструкторі, тому я. Так, зараз. Я не знаю, на чому просто у вас сайт. Дивіться, одразу кажу, сайти на конструкторах, типу там Wix, що там ще там можуть бути? Вебліуми всякі. У них, у вас, мені здається, теж щось конструктор. У них 7 це вже чудовий показник якості, вже далі не треба занурюватись. Чому? Тому що там зазвичай у сайтів на конструкторі код досить замусорений, і Google їх так собі не дуже любить. Я не вважаю за потрібне, якщо якість вже 7, підвищувати до 8 або 10. Вот. Мені здається, що от в цьому причина. Ну, description спробуйте поміняти, це перше. В тексті ще це ключове слово вставте. Ну і почекайте 2 тижні. Якщо ви вставляли нещодавно, то воно не зміниться миттєво. 2 тижні якісь почекайте. Так, Артур. Как раскручивать страницы узкой тематики, на которые мало популярных запросов и они слишком дешевые? Страницы узкой тематики, узкой, на которых мало популярных запросов и они слишком дешевые. То есть, я так понимаю, мало популярных запросов и они слишком. То есть, товар или услуга, которая рекламируется, получается непопулярна, правильно, если мало запросов? То есть я какой-то синхрофазотрон продаю, а люди его не гуглят, потому что не знают, что он существует. В таком случае YouTube реклама, баннерка реклама, дисплей в первую очередь. Ну, то есть смотрите логика. Циклы появления продуктов, спиннеры. Когда спиннеры появились, их никто не гуглил. Не было запросов спиннер. Там, как классическая концепция early adopters, то есть ранние последователи. Как первые люди узнали, что спиннеры – это прикольная штука? Они увидели в ТикТоке рекламу, в Инсте рекламу, в Ютубе рекламу, в баннерную рекламу с этими штуками. Запросов было 0. Популярность начала расти. Потом появились запросы, люди начали искать вслед за популярностью. Потом перестала работать дисплейная и видеореклама, потому что все уже знали, что это. А потом загасли запросы. Вот, то есть логика такая. Если есть товар, который вы чувствуете, что востребованный, или услуга, иначе, если вы чувствуете, что они не востребованы, зачем их брать? Если вы чувствуете, что они востребованы, но люди пока их не ищут, то дисплейная реклама и видеореклама – это те типы рекламы, которые в случае низкого спроса в поиске помогают найти людей. Так, больше, возможно, кого-то пропустил. Если кого-то пропустил, значит, у меня в этом списке закончились вопросы. Если кого-то пропустил, напишите в чате, вы меня пропустили, я просмотрю еще раз, а пока читаю в чате. Если понимаешь, что нужно повышать бюджет, то с чего лучше начинать? С общего бюджета на день или с повышения бюджета на ключевые работающие слова? Ну, во-первых, бюджет вы можете задать только на уровне компании. Вы не можете задать бюджет на уровне ключевого слова. Это невозможно. То есть на прямой вопрос ответ с бюджета на день.
конечно, потому что это единственная возможность поднять бюджет. Зайти в настройки компании, там поднять бюджет. Вот. Если имеется в виду вопрос, что есть ряд ключевых слов, которые в одной компании, они работающие, в другой компании под вопросом, с какой поднимать, то нужно посмотреть на процент полученных показов в поисковой сети. Если у тех ключевых слов, которые работающие, уже процент полученных показов в поисковой сети выше 80%, то в таком случае поднятие бюджета не поможет увеличить охват по этим словам. Тогда переходить к новым словам. Если процент полученных показов ниже 80%, то тут еще можно из них еще чуть-чуть выжать. Так, чому ви говорите, що у PMax не можна визначити кращий сигнал аудиторії? Можна же додати UTM-мітку у групі об'єктів і зрозуміти кращу групу. Через, я так розумію, наскрізну. Ну, це ж знову таки. Це знаєте, от ви прийшли до мене з машиною і кажете, Ігор, а можна в машині дізнатись, скільки грамів палива точно вприскує автомобіль у кожний циліндр? Я скажу вам: ні, це неможливо. А ви скажете, як це неможливо? А я знаю, що існують стенди, і якщо я відвезу свій автомобіль на професійний стенд тюнінг компанії, вони підключать електроніку, і вони зможуть мені сказати, що у третій циліндр вприскується 27 грамів палива. Я скажу, ні, ну так можна. Тут же і так. Тобто інструментами Google Ads неможливо в PMax визначити кращий сигнал. Якщо підробити, от як машину, да, інструментом автомобіля, неможливо дізнатися, скільки кожен циліндр грамів палива. А якщо підключити цю машину до стенду там якоїсь компанії, то можна. Точно так же і тут. Якщо підключити до сторонньої аналітики, до до наскрізної або хоча б до звичайної аналітики, то можна. Але інструментами інформації не можна. Так, где вы это увидите? Так, а WordPress подойдет? Это, наверное, вопрос по конструкторам сайтам на проме. WordPressу рознь. То есть, смотрите, если на WordPress качественный шаблон, купленный или написанный верстальщиком под вас, супер, будет великолепно. Если на WordPress, не дай бог, бесплатный шаблон с кучей вирусов, бэкдоров или шаблон там скачанный на каком-то файлообменнике десятилетней давности, скорее всего, будет замусоренный код. Ну, то есть Google, он видит, во-первых, по поведенческим факторам, как люди взаимодействуют с вашим сайтом. Вы же тег ремаркетинга ставите. Во-вторых, ну, по коду это видно, то есть отношение, грубо говоря, к сайту. Ну, то есть я не знаю четких характеристик, но я это ощущаю на кончиках пальцев, что когда ты продвигаешь сайт, который, ну, я тоже, я не говорю, что этого ни в коем случае нельзя делать. У меня тоже, когда я тестирую новый проект, я не собираюсь платить разработчикам за сайт. Я там быстро плачу там $200, чтобы мне склепали, какой попало сайт на Веблиуме, я запускаю в Google, если вижу первую реакцию, я уже заказываю нормальным верстальщикам этот сайт, на WordPress обычно, да. Но опять же вопрос, чтобы верстальщики были человечные, потому что есть верстальщики, которые вот так вот сайт делают, и потом он вообще нигде не работает, лучше уже на конструкторе. Так, какие Google одобряет? На системах управления сайтами. Э, У аналитики Google в GA4 как кросс-нетворк. Так, это обсуждение пошло UTM. Так само посилання вішаємо UTM и бачимо группу. Сторонними инструментами можно. А можно, если нужно посмотреть качество кликов, какой ресурс лучше использовать для аналитики, Hotjar или Яндекс.Метрика? Конечно же, Hotjar. Яндекс.Метрика — это подсанкционный ресурс, который запрещен в половине адекватных стран мира. Не ставьте, я вам не рекомендую ничего вообще на сайт ставить от Яндекса. Более того, еще один сразу совет, о котором я узнал недавно. Если вы работаете в Европе или Великобритании, не дай бог ничего поставить на сайт от китайского Байду. У китайского Байду есть крутые системы аналитики, прям крутые системы аналитики. То есть она, Тайджан она называется, я когда узнал об этой системе аналитики, она офигенная. Чем она офигенная? Она собирает такую информацию о людях, которую вы бы никакой другой системы аналитики в жизни не собрали. То есть эта Тайджан, она собирает, ну, вплоть до цвета трусов, это я образно говорю, но она собирает реально там MAC-адрес, IP-адрес человека,
Имей телефона, оно умеет имей телефона собирать. То есть, ну, там такие данные собирает, что ты как аналитик смотришь, боже, какая красота. Но оказывается, что если у вас на сайте обнаружат этот код, а этот код идет в полном несоответствии с GDPR. GDPR – это закон о защите персональных данных, распространенный в Европе. И если у вас на сайте обнаружат, если вы будете работать, короче, если на ваш сайт будут заходить европейские юзеры, и этот Baidu Taipei будет данные с них собирать, и это кто-то обнаружит, то там вплоть до очень серьезного судебного разбирательства. Ну, то есть все, что касается безопасности данных пользователей, ну, смотрите, давайте так, если у вас там региональный интернет-магазин на 20 юзеров в месяц, то я не думаю, что у вас это доберется. Если вы будете идти в масштаб, то можно на этом словить очень большие проблемы. И один из способов словить проблемы – это установить себе Яндекс.Метрику. Ну, потому что вы понимаете, где хранятся все данные этой системы и кто имеет к ним доступ. Поэтому не надо ничего себе из Яндекс.Метрики вообще трогать. Так, як UTM задати через шаблон, поки не розумію. Почав тестити. Ну, UTM можна задати прямо в цільовий URL. Прямо в цільовий URL. site.com/ знак запитання UTM source дорівнює ABVGD. Зупинка реклами чи впливає на оптимізацію? Впливає дуже погано. Не можна зупиняти рекламу. Зупиняти рекламу – це погано. Краще, дивіться, якщо у вас якісь причини, і вам треба зупинити рекламу, не зупиняйте. Поставте бюджет, ставки, все залежите, як є, поставте бюджет $1. Хай воно $1 на день вам з'їдає, але ви не загубите всю зароблену оптимізацію. Не треба прям жорстко, знаєте. Дивіться, саме жорстке, що може, саме жорстке, це коли у вас постоплата, автооплата, Google вам відкрутив в кредит, виходить, гроші, а коли намагався зняти з картки, у нього це не вдалося. Немає грошей, банк відкрутив, що завгодно. Оце найжорстче. Це прямо Google чуть ли не шахрайством вважає. Якщо просто закінчились гроші на рахунку, це погано просто. А якщо ви вручну зупинили кампанії, це погано, не дуже, але поганенько. Найкраще просто $1 поставили на день бюджету, і воно там собі тихенько іде і все. Так, сайт на OpenCard. Це, мабуть, той сайт, що показник якості. Ще додати description, додати в тексти і почекати. Так, у клиента аналитика настроена через GTM. Он упорно не хочет менять на GTM. В чем, по-вашему, основные преимущества GTM? Через GTM у клиента много событий настроено. Возможно, и правда оставить GTM. Ну, преимущество Google Tag Manager в его простоте и гибкости. Я честно, у меня все 100% проектов на GTM. И на GTag я не работал вообще. Ну, то есть я видел в нескольких проектах, все на JTAG было сделано, но я сразу говорил: ребята, тогда ваш аналитик этим занимается, я просто даю инфу, а ваш аналитик пусть все сам делает, как он. То есть мне нравится Google Tag Manager из-за его гибкости. Я умею работать с этим инструментом, 90% рынка умеет работать с этим инструментом. То есть если у клиента какая-то своя причина, пожалуйста, я встречал клиента, у которого не GTM были, а есть там сторонние системы, нравится так клиенту, ради бога, пусть работает себе. Не вижу ничего плохого. Пусть остается JTAG, если его аналитик в состоянии поддерживать этот JTAG и быстро вставлять события нужные, там добавлять. Если все это он может делать, то чё бы нет, пусть себе. Так, у кого из мировых экспертов вы рекомендуете посмотреть курсы или видео YouTube по PMax? Не знаю таких, и если найдете, сообщите мне в первую очередь, кого посмотреть. Потому что на конференции на Open Marshall я выступал, я единственный, кто рассказывал именно глубоко про PMax, как на искусственном интеллекте, на аудиториях делать эффективную рекламу. Поэтому, если кто-то найдет толкового эксперта по YouTube видео или по PMax на английском языке, скажите в первую очередь мне. Я буду рад пойти к нему на курсы и посмотреть, потому что пока нету такого. Есть западные аналоги веб-виза. Хаджар, топ-1.
Hotjar самый лучший. Hotjar пишется. На втором месте Microsoft. Не могу. У Microsoft Analytics есть встроенный инструмент, аналог веб-визора Hotjar у Microsoft. Clarity, Microsoft Clarity. Hotjar, Microsoft Clarity закрывает на 100% все ваши нужды в слеженні за пользователем. Веб-візор вам не нужен, понятно. А якщо ставити 1% бюджету на добу, можна потім одразу сильно піднімати бюджет. Я гадав, що тільки на 20% у 2-3 доби. Можна? Дивіться, якщо у вас аккаунт новий, якщо ви такий створили новий аккаунт, прям новий, дивіться, я створюю аккаунти, наприклад, у мене на MCC там півмільярда трати. І коли я створюю аккаунт новий з мого MCC, він насправді аккаунт не новий. Google розуміє, що цей аккаунт створила людина, яка півмільярда вже на Google скрутила. І мені він дозволить все, що завгодно робити. Але якщо Google бачить, що створює людина, у якої новий Google аккаунт, створює рекламу, фігачить з ходу бюджет там декілька штук баксів і таргетинг на півземної кулі, то, скоріш за все, Google навіть без причини превентивно заблокує. Щоб просто про всяк випадок. Ви потім подасте апеляцію, він розблокує, але от якось превентивно. Але якщо це аккаунт, на якому не було банів, якихось обмежень, якихось проблем, та, будь ласка, $1, потім $100, немає проблем. Тобто оці всі проблеми про 20%, вони звідки ростуть ноги у цих всіх ідей. Значить, дивіться, спочатку кажу, чому я кажу бюджет піднімати плавно? Я так кажу для того, щоб оптимізація, тобто якщо у вас Google ще не оптимізувався, він ще не вийшов на ту сталу вартість конверсії, ви швидко підвищите бюджет, він вам просто грошей багато забере. Ну, просто я за ваші гроші піклуюсь. В інтернеті можна прочитати рекомендацію, що не можна підвищувати бюджет, тому що Google забанить. Ці рекомендації пишуть арбітражники, котрі створюють аккаунти на конвейері сотнями на день. І от у цих створених сотнями на день аккаунтів дійсно є ймовірність бану за різкі зміни бюджету. Але якщо мова йде про білу рекламу, а ми з вами працюємо з білою рекламою, то, будь ласка, піднімайте собі, нічого страшного не буде. Так, если вопросов больше нет, будем закругляться. Если вопросы, я минуту жду вопросов. Если нет, закругляемся и встречаемся снова на следующем вебинаре. Вот. Если было полезно, поставьте, не знаю, плюсик, напишите полезно. Спасибо, пожалуйста. Дякую, гарного вечера. Так, еще полминутки ждем и будем выключаться, если вопросов нет. Какой нужен бюджет для начинания рекламы? От $5 в день до $5000 в день. Примерно. Ну, то есть, смотрите, нужен такой бюджет, который вам не страшно потерять. Вот я бы так сказал. То есть у меня есть проекты, мне человек приходит на проект, и человек сразу говорит, это мой новый бизнес, мне нужно запустить очень быстро, у меня есть 100 000 баксов в рекламу, давай так, чтобы через неделю реклама работала. Я говорю, ты готов? $50 000 будет, скорее всего, потрачено впустую, на оставшиеся 50 мы уже выйдем на режим крутых результатов. Он говорит, без проблем. Все, 50 000 мы на тесты слили, из этих 50 000 выкристаллизовали аудиторию и поехали на крутой рекламе. А есть человек, который приходит и говорит, у меня всего $1000 на месяц на рекламу, что мне делать? Ну, то есть начинать с той суммы, которую не жалко потерять. По каким параметрам оценить? Не жалко потерять. Есть вопрос, бизнес-профиль может ли быть как-то связан с Google рекламой? То есть может ли он как-то повлиять на рекламу в целом? Бизнес-профиль служит для того, чтобы в Google рекламе показывались адреса компании, есть такое расширение адреса. Для всех других случаев он не нужен для Google рекламы, повлиять не может. Ну, единственное, если вы в бизнес-профиле там что-то, я не знаю, за какую-то противоправную деятельность бан схватите, там, не знаю, оружие будете продавать, Google может веером вам все забанить. Ну, это так, ну, из разряда редкости. Я ж не думаю, что вы что-то прям запрещенку какую-то продаете. У нас интернет-магазин упаковочных материалов.
На торг потратили за 2 недели 20 тысяч гривен. Результат продаж 180 тысяч гривен. Топ. Решили попробовать запустить поисковую. Потратили 2000 гривен, кликов 250, результатов ноль. Или не те ключевые слова выбрали, или низкий охват, или объявление не так, как надо конверт. Ну, посмотрите, давайте так. Судя по всему, с посадочными все ок, потому что у вас в торговой все идет хорошо. Зафиксировались. А если да, тут важно, смотрите, намерение. У торговой рекламы человеку продают конкретный товар. Через поисковую рекламу обычно человеку продают товарную категорию выбора. Видите, разный чуть подход. И если вы попробуете из поиска направлять на те же посадочные, что в торговой, скорее всего, не получится. То есть на категорию надо. Там немножко психология другая. У торговой увидел прикольную картинку, нажал товар, заказал, купил. Искал товар, заказал, купил. У поиска искал вариабельность разнообразия, увидел в объявлении отражение этой вариабельности, перешел, выбрал, купил. То есть, видите, чуть другой путь. И кликов 250 по каким запросам? Если, смотрите, если у вас запросы горячие, ну, то есть, пример, в торговой рекламе будет работать. Купить чайник Тефаль красненький, купить чайник Тефаль BX50, купить чайник Electrolux Z80. Это для торговой рекламы крутые запросы. Для поисковой рекламы запросы будут крутые. А, Купить чайник 1,5 литра. И человек попадает сразу на отфильтрованные чайники 1,5 литра. Купить чайник с функцией термопота. Человек сразу попадает на чайники с отфильтрованными термопотами. Видите, логика чуть другая. Чи плануєте ви курс по GA4? Не планую, не використовую GA4 взагалі, от чесно. Ну, тобто, дивіться, на проєктах, де я працюю, є зазвичай відділи аналітики, які там тісно працюють з GA4. Мені з головою достатньо тих даних, які мені прокидаються в Google Ads, і я навіть не заглядав в GA4. Курс не планую, тому що я створюю курси, коли я відчуваю, що те, що я буду розповідати, корисно підприємцям і воно збільшить їх прибуток. Якщо б мені сказали: "Ігор, тобто, на мій погляд, курс по J4 для підприємців — це просто прикольно провести час, дізнатися щось нове. Це не про прибуток. Я не бачу точок, де GA4 як аналітика може принести прибуток над тими результатами, які може принести правильна оптимізація. Тобто, розумієте, мій погляд. На мій погляд, гарне тестування, оптимізація Google Ads може X10 надати результат для підприємця. А той же час, витрачений на тонкий тюнинг там шляхів переходу клієнтів на сайті, дасть, наприклад, плюс 5%. Тобто в моїй картині світу краще я буду заробляти в 10 разів більше і заб'ю на ті 5% зростання. От. Можливо, колись я переміню свою точку зору. До речі, можливо, ви мені на кейсах поясните, що Ігор, от дивись, можна в G4 уверх піти, може. Наразі не бачу. CTR 8%. Нормальний CTR. Прийняв, спасибо. Ігорю, куди прийде відповідь на питання під уроком? На питання під уроком відповідає куратор під уроком. На імейл приходить повідомлення від платформи, на якої розміщено курс. В повідомленні написано, типу, ви отримали відповідь на своє питання. Сколько по времени вы рекомендуете тестить оффер в поисковой рекламе? Услуги психотерапевта, реклама на конкретного аватара. Сколько по времени вы рекомендуете тестить оффер? Ну, во-первых, по времени я не рекомендую его тестить. Почему? Потому что, как сказал, один человек ко мне приходит и говорит: "На тебе 50 тысяч долларов, мне нужно через неделю поток в 1000 лидов, потому что у меня сидит отдел продаж из 10 человек, и я им зарплату плачу просто так". И я ему за неделю 50 тысяч долларов, ну, я прямо говорю, я их солью на тесты, и, скорее всего, результат будет фиговый. Но через неделю я с уверенностью обеспечу его 10 продажников,
работай за счет инсайтов, полученных от слива этих 50 000 долларов. Тут за неделю. А кто-то эти 50 000 долларов будет или там даже 1000 долларов тратить полгода. Я бы сказал так, я бы тестил оффер до явного понимания, заходит он или нет. Явное понимание зависит от того, насколько я знаю нишу. То есть смотрите, если вот смотрите, я знаю нишу Google Ads отлично. И я понимаю, что если у меня возникнет идея нового оффера, я знаю людей, как они принимают решения, я знаю, что у 80% из присутствующих на курсе, на вебинаре, они обжигались с подрядчиками, им сливали бюджеты, им вешали лапшу на уши, и они после этого пришли ко мне сами занялись рекламой. Я все это прекрасно знаю. И там я почувствую, что что-то не так, что оффер не работает, ну, наверное, слив 500 долларов. То есть я примерно понимаю, что из поиска будет лиды где-то по 5 долларов, то есть стократно слив где-то на 500 долларах, я пойму, что что-то не так с оффером, надо другой оффер. Если я пойду в нишу, которую я вообще не понимаю, психологию, где я понимаете, рекламщик, он же должен понимать аудитория, как, какие объявления, все. Если я пойду в такую нишу, которую я вообще не понимаю, и буду представлять, что ну, где-то лид должен быть тоже по 5 долларов, ну, наверное, 1500 нужно потратить, чтобы понять, что оффер однозначно не заходит. Но это так, на глаз это просто мысли вслух. Было на 5 основных ключей. Пленка строительная, строительная пленка, черная пленка, пленка 200 микрон. Если эти ключи были во фразовом соответствии, пленка строительная, строительная пленка это одно и то же. А, и в точном одно и то же. В каком соответствии? Ну, есть уроки, есть модуль, посвященный поисковой рекламе. Там, где я говорю, в точном соответствии начните, пробуйте, клики получайте, тестируйте. То есть логика, ну, примерно такая же. Берете. Это пленка строительная, например, само по себе, это не совсем продающее слово. Купить пленку строительную, заказать пленку строительную, пленка строительная оптом, пленка строительная цена, пленка строительная там с доставкой — это продающие слова. Черная пленка — это вообще не продающие слова. Ну, то есть это как черное зеркало, даже название сериала такое вообще есть. Какую сумму желательно использовать для тестов? Рассказывал выше. От 5 долларов до 5000, до 50 000 долларов. Ту, которую не жалко потерять. Вот если чувствуете, вот прям чувствуете, ну вот смотрите, я же не знаю вашей ситуации. Я сейчас скажу вам 500 баксов, а потом вы скажете, я все свои сбережения потратил на эти тесты по вашему совету. То есть, если я уверен в этой нише, что, ну, как я могу быть уверен в нише? Если конкуренты работают давно, показывают рекламу, значит, ниша прибыльная. То я там готов и 5000 долларов потратить, дожидаясь результата, если мне надо пробить. Если я вообще ни в чем не уверен, мне жалко и 500 долларов будет. Уверенность, страх потерять деньги, перспективность ниши. Но опять же, да, если кто-то мне предложит продавать услуги мойки, где потенциальный заработок там 1000 долларов в месяц, мне, ну, я скажу, ну, нисколько я, наверное, ну, мало готов потратить. А если кто-то предложит продавать яхты по 1 000 000 долларов, ну, то очень много, наверное, можно сказать. Так, все ключи брали с планировщика, выбирали самые кликабельные. Вам не кликабельные нужны слова. Вам нужны слова, которые имеют за собой намерение купить. Ключевые слова выбираются не по цифрам, ключевые слова оцениваются по цифрам, а выбираются по намерению, стоящему за человеком, вводящим это слово. То есть, если человек имеет намерение, ну, если я посмотрю самое крутое ключевое слово в моей сфере, будет вход в Google Ads. Куча, кликабельность невероятная. Но люди, которые ищут вход в Google Ads, имеют поисковое намерение найти свой аккаунт, а не обучаться Google Ads или услуги Google Ads получать. То есть намерение нулевое абсолютно за ним стоит. Логика в том, чтобы брать слова, за которыми стоит верное намерение. Окей. Уже мы с вами... Так, был также запрос купить строительную пленку. Купить строительную пленку — хороший запрос. Будем закругляться с вами. Увидимся с вами через 2 недели на следующем вебинаре. Спасибо всем за вопросы. Всем пока.